Всем здорово, народ! Значит, прямо сейчас достаточно много шумихи поднялось вокруг двух сервачков по 3.3.5. Это, соответственно, Сирус, всеми известный, и новый испеченный сервачок Наздор. Может быть, это лично у меня такая ситуация сложилась, и лично мне так кажется, поскольку на стримах постоянно спрашивают, и под видосами тоже комментарии постоянно прилетают. А где будешь оставаться, куда пойдешь и так далее. Просто многие из вас пришли ко мне на канал именно через Сирус контент, пока я поигрывал на Сирусе, но просто в то время не было альтернатив, и вот прямо сейчас, буквально недели-две назад, я решил поиграть на Наздоре, и мне невероятно пока что вкатывает прошачок. Сейчас вот самое время, чтобы сюда залетать, и многие на распутье, соответственно, находятся, куда же пойти. Но и опять же повторюсь, у меня сейчас постоянно спрашивают, останусь ли я на Наздоре или пойду на Сирус, поэтому данным видеороликом я и отвечаю на вопросы, и при этом еще свое мнение выскажу просто по поводу двух данных сервачков, перечислим плюсы и минусы каждого из них, и скажу, что мне лично нравится, что лично не нравится. Поэтому всем приятного просмотра, погнали смотреть видос! Думаю, логичнее будет начать именно с Наздора, поскольку многие про него не знали, а если кто-то и слышал, то в принципе мало информации присутствует. Ну, про Сирус, понятное дело, в комьюнити знают практически все. Так вот, Наздор, соответственно. У меня уже выходил такой обзорный видос на данный сервачок, но он был больше в формате первого впечатления, вообще первой информации о данном сервачке, потому что, ну, я как бы лично тоже сам во всем разбирался, еще, понятно, особо много не было. Сейчас же уже не буду просто останавливаться конкретно на тех функциях и фишках, которые данный сервачок привносит, а просто поговорим именно о самых приятных и самых пока что негативных моментах, которые на сервере присутствуют. Просто вскользь вот сейчас быстренько достаточно перечислю фишки основные Наздора, чтобы у вас было понимание, что это такое, если вообще никогда про Наздор не слышали. Значит, Наздор — это у нас кастомный сервачок по 3.3.5, соответственно, Lich King дополнение, всем знакомое. Что означает кастомный? Это означает, что сервер не Blizz-like, не идентичен вот этому образу от Blizzard, который был, а со своими дополнениями, но основываясь, соответственно, на аддоне Lich King. И вот здесь-то начинается самое интересное. Допустим, на сервере уже можно встретить кастомные PvE-шные тир-сеты. То есть для каждого класса, для каждого спека на Наздоре PvE-шные сеты, они будут иметь свои особенности, свои вот пассивки, свои активки, в общем, дополнительные эффекты. И при этом способности, ну и, соответственно, таланты, да, у классов, они не изменяются, они не трогаются, и поэтому у вас появляется как бы новый баланс, новый, в принципе, геймплей, но базирующийся на старых способностях и всеми вами знакомых, соответственно, персонажах. Опять же, это все можно подробно посмотреть у них на сайте. Я вам просто выведу несколько вариантов. Например, тирсет на Варлока, на Дестрика мне супер гига нравится, PvE-шный. Допустим, на Фроста могу показать вам. На Элем Шамана, кстати, вроде тоже супер гига мощно выглядит нововведение по тирсету. Значит, вторая фишка — это накатанная HD-шная графика, модельки, текстурки, анимации способностей. Все это у нас, соответственно, взято со следующих дополнений в основном. То есть не просто стандартные личевские, да, там, текстурки вот эти лоу-пиксельные, а, допустим, с битвы за Азерот что-то подтянуто, что-то с Легиона подтянуто, что-то там с Дренора подтянуто. И по итогу у вас получается клиент 3.3.5, но с красивой графикой, которая уже встроена. То есть вам не нужно дополнительно самим что-то качать. Это может быть как плюсом, так и минусом, потому что, ну, допустим, кому-то, вот не знаю, конечно, кому, ну, кому-то может нравиться стандартная графика 3.3.5, вот эта старая, не особо привлекательная, но, допустим, это антуражненько, и кому-то это может заходить, да. Выключить вы ее здесь не сможете, по крайней мере, пока. Может, потом добавят функционал, я без понятия. Но я думаю, все-таки для большинства, ну и лично для меня, не хотелось бы как-то отдельно скачивать себе HD-шный клиент, как-то его настраивать. Ну и понимаете, какой еще пунктик-то самый важный? Если вы сами ставите себе HD-шную графику там и так далее, то любые проблемы, связанные с багами, там, плохой работоспособностью, они как бы именно ваши проблемы, никто за вас решать их не будет. А здесь HD-шная графика, она встроена в сам клиент, который вы можете просто удобно скачать, нажав одну кнопочку, соответственно. И любые проблемы, которые будут возникать, если они будут возникать, это уже будет фикситься разрабами. Поэтому лично вам делать вот вообще ничего не нужно. Вы просто качаете себе игрульку, заходите на сервер, и у вас как бы Lich King, но Lich King красивый. Ну и вроде бы все должны быть довольны. Если говорить про механику расовых способностей, здесь она не привязана к выбранной вами расе. То есть вы можете взять себе внешний облик, допустим, Таурена, или Зандаларского тролля, или какого-нибудь Эридара, или какого-нибудь, я не знаю, вот этого Иллидари с рогами, и ваши расовые способности будут просто выбраны отдельным списком. Опять же, у меня есть видос, допустим, по расовым способностям, тоже можете посмотреть его отдельно. Но самое-то главное, что да, вот играете за любую расу и берете любую себе способность. При этом не нужно ничего прокачивать. Это не как на Сирусе, что вы открыли себе союзную расу, делая месяц дейлики, и потом только можете за нее играть. Здесь сразу все открыто, и здесь как бы любые способности, любые внешки, они просто идут по дефолту сразу, автоматом вам ничего качать не надо, понимаете? Ну, как бы это адекватная система, так и должно быть. Ну, то есть вот опять же один из пунктов вам осветил, потому что, ну, для многих это может быть важно, соответственно, вот здесь реализовано таким вот образом. И присутствует кастомный контент, тоже такая неплохая, солидная часть геймплея, здесь завязана на этом. Торговая лавка, вневременный остров из Пандарии, кто шарит, тот шарит, соответственно. Прикольные такие фишечки, вот торговая лавка мне
мне вообще в душу запало прям легендарное нововведение. Во-первых, вы можете делать 3 делика в день, делики супер простые, но бывают единичные сложные делики по типу убить одного рейдового босса. Но это прям вообще верх сложности, обычно там все гораздо быстрее выполняется. И так вот, за эти 3 делика вы не только получаете валюту торговой лавки, на которой можно покупать маунты, трансмог, питомцев и вот всякую такую внешку, так вы еще и получаете известность торговой лавки, которая качается ультра быстро и дает вам, ну, очень много различных ресурсов по типу очки арены, очки чести, доблесть, ледяные эмблемы, вот эти эмблемы льда, вневременные монеты. В общем, тут завязан просто, в принципе, геймплей получения вот этих очков на деликах, которые очень быстро делаются, а при этом, ну, валюту вам насыпает солидное количество, и, короче, приятно. Гораздо быстрее персонаж качается. Не нужно покупать быстрые старты, йоу, не нужно этого делать. Значит, это я, соответственно, перечислил вам фишки, а теперь поговорим про плюсы и минусы. Начнем, наверное, давайте с плюсов. Так будет, мне кажется, логичнее. Значит, первый плюс, опять же, лично для меня, он будет пересекаться с фишкой, которую я раньше проговорил, но, тем не менее, сейчас данный тезис я расширю. Это кастомная графика. То есть мне гораздо приятнее играть в Лич Кинг, который выглядит симпатично, уже на уровне там Дренора, Битвы за Азерот и так далее. Но самое главное в этом плюсе, это не то, что просто все красиво выглядит, а то, что это не лагает, не багается, у вас нету потери кадров каких-то, ну и спокойно, на БГ, в подземельях, там, типа, в рейды я, конечно, не ходил, не знаю, как там с этим ситуация обстоит, но, в общем, в любой ситуации, кроме рейда, у меня нету потери кадров. Вот не бывает такого, что я просто бегаю по награнду, например, как вот на Сирусе это было. Просто качаю себе персонажа в награнде. А свободная локация, нету даже ни одного противника или союзника в радиусе, я не знаю, километра вокруг моего персонажа, не вижу никого. Но при этом у меня 30-40 кадров и постоянно какие-то вот такие вот подергивания перса просто с них. И вот пока я с этого награнда не вышел, там у меня все так это и происходило. Ну, я не знаю. Здесь у тебя графика красивая, ничего не лагает, ничего не виснет, никаких просадок нету. Ну, как бы, ну, так и должно быть, как будто бы. Ну, это, типа, уже просто сейчас считается плюсом, хотя должно, по идее, быть базовым вообще, в принципе, параметром для комфортной игры. Ну, окей. Не лагает, значит, хорошо. Значит, можно записать в плюс. Да, мне нравится. Ну и здесь можно как бы плавно перетечь на следующий пунктик, да, соответственно, нету вылетов, народ, сервер не вылетает. Прием. Опять же, я сейчас очень много играю на Наздоре, я это все дело стримлю. Вы можете присутствовать на стримах, все видеть воочию. Ну как бы за последние 20 стримов я вот буквально только один день не играл, потому что в этот день там, ну, с чем-то вот занимались разрабы, да. Переезжали в новое оборудование, там, настраивали сервера, без понятия. Да, один день было хреновенько, но это как бы именно уже просто рабочий процесс. Все остальное время было 0 вылетов. Можете, в принципе, если мне не верите, да, поспрашивать у народа, кто на Наздоре пробовал играть или кто сейчас играет. Ну вот действительно, работоспособность прям очень хорошая. Вылетов минимальное количество, я даже не помню, когда они вообще происходят, потому что это больше удивление, чем, естественно, бытность, которая вот на Сирусе, допустим. Ну и в этом плане, понятное дело, это тоже добавляет вам комфортной игры. У тебя нету как бы задних мыслей о том, вот вылетит, не вылетит, блин, а что делать-то? Вот сейчас идти под земку или БГшку, или может все-таки подождать и потом после рестарта, блин, зайти. Нет, тут такого нету. Здесь все нормально с этим. Третий, невероятно важный плюс — это отсутствие pay-to-win доната и pay-to-win механик. Данный пункт, конечно, можно очень долго обсасывать, вот со всех сторон просто смотреть. Я вам самые главные тезисы выдаю. Здесь нету категорий, здесь нет черных бриллиантов, здесь нету возможности купить себе статы. У вас здесь такого не будет. Здесь не будет уровней лояльности. Не будет у вас там, я не знаю, за повышенный донат повышаться статы персонажа. Поэтому, если вам донат важен, что вот вы хотите закинуть миллионы долларов, да, и у вас типа самый сильный персонаж на сервере, здесь такого не будет, забудьте сразу. Но при этом я не говорю, что здесь вообще в принципе отсутствует донат, он здесь как бы есть. Смотрите, вы можете купить себе ускорители прогресса, то есть там быстрые прокачки профессий, допустим, доп. Опыт и так далее. Вы можете купить себе трансмог маунтов, понятное дело, но это как бы база. Самый, в общем, донат, который влияющий на игровой процесс, вы здесь можете купить отдельные шмотки. Но не такие шмотки, которые вам дадут просто невероятное преимущество по сравнению с другими игроками. Вы даже здесь не можете купить самые бисовые вещи вот в момент, когда они выходят. Ну, то есть, условно, выпустили рейд, вот 25 игроков на Xramos, да? Люди пошли, рейд закрыли, получили себе там какой-нибудь 213-й топовый гир, допустим, который, в принципе, на сервере возможен. В магазине этих шмоток не будет на момент, когда люди закрывают на Xramos. Вы сможете купить себе, да, достаточно сильные шмотки, но как бы предыдущего уровня, понимаете, о чем я? То есть преднаксрамовские. Просто вот лично для меня pay-to-win донат — это когда ты либо покупаешь шмотку, которую невозможно игровым путем получить, либо которую можно получить невероятно долго или невероятно тяжело. Но опять же, закрыв там, я не знаю, миллион дейликов или потратив там несколько месяцев игры, и вот ты можешь либо ее так вот фармить очень долго, да, либо купить просто за одну минуту, за одну секунду
Йоу. Вот для меня это pay to win. А если ты в магазине можешь купить шмотку, которую как бы можно пофармить буквально один вечер и самому себе получить, ну, я бы не сказал, что это прям pay to win, это просто, опять же, возможность ускорить себе немножечко геймплей, если там, не знаю, много работаешь себе, вот не в кайф, там, 2 часа тратить, да, на шмотку, ну, можешь ее купить. В принципе, особой разницы это не делает. Все равно ты будешь в рамках нормально, ты не будешь сразу выделяться на фоне других, понимаете? Понятное дело, вот лично для меня, допустим, было бы идеально, но это как на оффе просто, ну, как бы система, что ты не можешь себе, в принципе, шмотки покупать. А за счет чего тогда пираткам жить, спрашивается, да? Ну, как бы можно, конечно, на кастами только вывозить, но это все равно сильно понижает заработки. Короче, как по мне, донат здесь в супер разумных рамках, он как бы присутствует, он не прямо бесполезный, да, не только внешки, не только там ускорители прокачки профессии или опыта, но как бы это нормально, it's okay. Для пиратки это вообще идеально, мне кажется. Просто, опять же, лично я не вижу никаких проблем задонатить на сервачок, который мне нравится. Вот, допустим, на Сирус я донатил в последний раз, когда вот был сервер X4, Алгалон. Помните такой? Там не было ни категорий, ни черных бриллиантов. Вот я там себе взял быстрый старт, допустим, и пошел играть за Вара на арену. Вот тогда было прикольно, почему бы и нет. Но после того, как закрылся тот сервачок, ну все, на Сирусе нет возможности лично для меня играть абсолютно. Ну просто лютейший pay-to-win донат тебе не дает ни малейшего вообще шанса хоть что-то противопоставить противникам на арене, условно, если ты не донатишь сам. А я не хочу покупать ни боевые пропуски, ни категории, ни лоялку. Я ничего не хочу покупать. Зачем мне? Вот я могу просто играть и без доната. А на Насдоре, соответственно, ну вот я, допустим, соберу себе фуловый сет PvP-шный, да, и мне будет не хватать только какой-нибудь, ну, такой качественной двуручки. И, соответственно, я могу либо пойти в рейд ее себе выбить, ну, либо подождать 2-3 недели, когда вот этот рейд все уже закроют, и у всех это будет двуручка, а потом и я смогу себе ее купить, просто немножечко с задержкой, ну, как бы, ну, it's okay. Вот лично для меня это будет даже больше плюсом, чем минусом. Думаю, основную ситуацию с донатом я вам врисовал. Если будут вопросы, пишите в комментариях, там и народ поотвечает, и, соответственно, я тоже почитаю, если что, отвечу. Значит, 4-й пункт, последний у нас по списку, ну как не самый последний по значению, это планы разработчиков на дальнейшее развитие своего сервера. Как я понимаю, штаб разработчиков Насдора прямо сейчас, в данную секунду, не особо большой, поэтому не стоит ждать каких-то лютых скоростей, что вот каждые 2 дня будет там просто невероятные тонны контента выпаливаться. Понятное дело, такого здесь не будет, но это опять же пока что в ближайшее время, потому что по мере развития сервера может и развиваться штаб разработчиков. Ну и в целом, вы можете зайти на сайт, вы можете посмотреть дорожную карту, вы можете посмотреть план разработчиков, и в принципе идеи прям реально годные, реально солидные. Вот самое ближайшее, что стоит ждать, да, соответственно, что вот уже на кончиках пальцев, это, опять же, Мифик плюс подземелье. Блин, Мифик плюс подземелье, где ты это видел, да? Только я видел это 3 недели назад на сайте Насдора, а Сирус анонсировали буквально недавно. Окей. Просто сейчас-то, кстати, выглядит достаточно забавно, что как будто бы вот разрабам Сируса позвонили и такие: йоу, а вы знали, что вот сейчас вот Насдор, типа, да, такой шорох наводит, ну, типа, ну, как бы это неприятно. Да, как бы момент есть, надо что-то делать. Меня просто прет. Надо что-то делать, вы понимаете? Что вы делаете? Также дополнительно разработчики говорили про гравирование, соответственно, это какая-то темка, я не до конца понял механику, но, допустим, вы вырезаете у себя в шмотках просто дополнительные гнезда под отдельные кастомные какие-то гемы, и эти гемы будут иметь дополнительные способности, видимо, активки и пассивки для вашего класса и персонажа. Опять же, тут вот именно фантазии разработчика все будет либо ограничиваться, либо, ну, как бы не ограничиваться. Но, допустим, мы представим себе, что вот у нас есть, допустим, какой-нибудь Frost DK 335, да, стандартный. Мы вырезаем в нагруднике гнездо под какой-то гем, и на выбор у нас будет несколько гемов. Допустим, это я просто из головы беру, я не знаю, я такого ничего не слышал, это чисто мои предположения. Допустим, гем 1 позволяет нам кастануть беспощадность зимы, если вы знаете способность такая, что вот на следующих патчах, уже в Дреноре, по-моему, появилась у Фроста беспощадность зимы. Это когда вы накапливаете силу рун и начинаете вокруг себя вот такое торнадо вообще крутить, просто вот такую метель, прям вокруг вашего Фрост ДК. И каждый тик, допустим, сбрасывает вам силу рун. И она дамажит в ОВЕшной области всех противников. Допустим, что-то такое. Это вот первый гем, а второй гем — это вот дыхание Синдрагоса. Когда вы вызываете дракона, он так вот летит, блять, и всем дамаг наносит. Это вот в Легионе, допустим, была способность у Фроста. Вот мне кажется, гравирование будет чем-то подобным. Я могу ошибаться, тут я не знаю. Но в принципе, как идея, да, вот гравирование, это вот в ближайшем будущем где-то от разработчиков должно уже прилететь. Также разработчики говорили об отдельном развитии как PvE, так и PvP контента. Короче, идей там много, и идеи реально годные, классные, прикольные. Они как бы не связаны с ограничивающими механиками, они будут наоборот расширять нам геймплей, расширять, в принципе, возможности, вариативности. И мне кажется, это супер прикольно и супер классно. Но опять же, здесь нужно все это воспринимать достаточно здраво. И вот давай мы с плюсами закончим. И как раз-таки, опять же, так же плавно переходим к минусу. Соответственно, штаб разработчиков, как я уже упомянул, прямо сейчас не является многочисленным. Можно это записать в минус, можно записать это в нейтральное как бы положение пока что. Ну что, логично, просто новый сервачок. В общем, записываем это как полуминус такой, соответственно. Да, штаб разработчиков небольшой, поэтому не стоит ждать прямо каких-то лютых скоростей по выпуску контента.
Это я к тому, чтобы вы не строили каких-то ложных надежд, а то, что вы прямо сейчас вот придете на Наздор, и тут будет просто вот такие бабочки и цветочки, как вот, не знаю, у разрабов на актуале на ритейле, когда там каждые, я не знаю, полгода штампуется новый аддон, соответственно, и все там супер-гига качественно. Слово о качестве, мне кажется, гораздо лучше, когда вот именно разрабы до ума доводят какую-то механику и только потом ее вводят, чем когда они спешат, чтобы угодить аудитории, допустим, и вот именно на скорости вывозят, но не до конца дорабатывают механики или даже какие-то целые игры. Ну, в общем, это уже такая комплексная тема, но не суть. В общем, будьте готовы к тому, что вот сервачок сейчас новый, да, достаточно свежий, ему только месяц, соответственно. Разработчики, новички на рынке, они, кстати, могут быть не новички как разработчики, если вы понимаете, о чем я, но на рынке они как бы точно новички в рамках данного сервера. И это, понятное дело, может вести к некоторым, скажем так вот, шероховатостям, да. Но вот лично для себя, если первую неделю-полторы я вот тоже не был абсолютно вообще уверен в разрабах, я не знал, кто это, что это и так далее. Но вот чем дольше Наздор, соответственно, на рынке существует, чем больше я здесь поигрываю, как бы там все равно какая-то информация прилетает оттуда-отсюда, вот тем больше уверенности у меня в данном проекте возникает, и как бы, и тогда говорил, что в принципе тот потенциал есть, и надо, чтобы именно игрокам понравилось все, да, и чтобы разработчики не халтурили. И вот сейчас уверенность в этом тезисе у меня нарастает, солидно уже так нарастает. Второй минус будет касаться не каждого, но все-таки какую-то часть он затронет. PvP-контент, да, отдельно про него поговорим. Он сейчас не является приоритетной задачей для разработчиков. По крайней мере, до сегодняшнего дня точно не являлся. Здесь пока что, не знаю, как в будущем, пока что нет ни кастомных PvP-шных сетов. Кстати, если говорить о гравировании, то это же затронет и PvP-шные активности, поэтому, в принципе, баланс классов поменяется, но не суть. Кастомных PvP-шных сетов нет, каких-то PvP-шных билдов, талантов отдельных тоже, соответственно, нет. Ну и, в принципе, здесь режимы как бы базовые, стандартные. То есть PvP здесь пока что базовая, стандартная, личевская. Это может быть для кого-то плюсом, для кого-то минусом, но, опять же, запишем в минус только то, что PvP не было приоритетным пока что направлением. Вы можете ходить здесь на БГшки, да, здесь БГшки допилили до ума нормально. Здесь и кросс-сервер есть, точнее, межфракционка, то есть возможно закинуть как команду к альянсу, так и к орде. Они пофиксили там проблемы с отображением, что, условно, если ты регал орком и попадал в команду к альянсу, то ты не мог чекать флаги. Сейчас такого нет, а сейчас, короче, все нормально работает, да, и БГшки доведены до ума. Кстати, БГшки ищутся очень быстро, буквально там 10-15 секунд, у вас каждый раз, когда вы регаете БГ, вас закидывает в матч. При этом присутствует озеро ледников, и здесь минус в том, что нету межфракционки на Ола. Вот Ола, оно разделено по фракциям, а поскольку орды здесь 70-80% в принципе, да, то и на Ола, соответственно, возникает такая же ситуация, что у вас там, я не знаю, 10 альянсеров против 20-30 ордынцев в месяц, ну и как бы шанса у альянса победить вообще нет практически. Если говорить про рейтинговые режимы, то здесь пока что есть только 2 на 2 режим, 3 на 3 режим и Солока. Тройки, режим 3 на 3 примейдовский, мало кто регает, у меня не получилось найти режим 3 на 3, я вот ни один бой в 3 на 3 не сыграл, но я много и как бы не пробовал. Как бы режим 2 на 2 и режим 3 на 3 нормально отыгрывается, ну в том плане, что нету каких-то багов вот именно в геймплее, когда вас закидывает на арену. Но может быть проблема именно с поиском матча, например, в режиме 3 на 3, потому что вот тройки примейда, мне кажется, ну вот буквально практически никто не регает. Двойку точно найдет, да, но там может быть такое, что у вас 3-4 команды в пуле, и вы будете постоянно против одних и тех же противников играть. Если говорить про Солоку, то здесь это как бы режим 3 на 3, то есть рандомные тиммейты, рандомные противники, и вы вот так вот 3 на 3 меситесь. Находится только если в пуле есть 2 хила, то есть должен быть лекарь за одну и за вторую команду. 3 ДД против 3 ДД не находит. Я считаю это плюсом в рамках данного режима, что ну когда катки просто 6 ДД месяц, это неинтересно. Но это, соответственно, ведет к тому, что матчи будут иногда долго искаться. Если нету квеста на отыгрывание арен, если нету какого-то дополнительного стимула, то, понятное дело, лекарей не всегда хватает, и из-за этого рега может быть не всегда быстрая. И пока что нету режима 1x1. Я говорю пока что, потому что вопрос о данном режиме был поднят. Очень много кто лично мне в чате писал, я так понимаю, и другим стримерам. В общем, народ интересуется режимом 1x1. Я вот лично не люблю этот режим, 1x1 мне не нравится, так, знаешь, больше развлекаловка, как камень, ножницы, бумага. Но, в общем, народ просит, народ много этим режимом интересуется, хочет в него играть, поэтому разрабы, я так понимаю, будут его вводить в ближайшем будущем. Поэтому пока что, короче, двойки-тройки примейдом, соло Q 3 на 3, и, возможно, вскоре появится режим X1. Верим. И World PvP тоже пока что вот прямо до идеального состояния не доведено, нужно подождать. Опять же, вопрос об этом поднимался, и вот опять же, возвращаясь к тезису о том, что PvP пока что не приоритетный режим, ну, в принципе, не приоритетное направление, да, он вот будет прямо сейчас, вот в рамках нескольких недель, я так понимаю, балансироваться, но до текущего состояния особо PvP-шкой здесь не занимались.
Ну и третий, соответственно, минус, который может быть достаточно быстро нивелирован, но это уже зависит не от разработчиков, по крайней мере не на 100%, да, но и от комьюнити игроков, соответственно. Это не совсем высокий онлайн. То есть вот сейчас вот где-то по выходным, да, вот именно в самые такие прайм-тайм времена, там ближе к вечеру по Москве, 6, 7, 8, 9 вечера, пики онлайна доходят до 2600, 2700, 2800 игроков. Вот где-то в рамках данных чисел онлайн варьируется. В принципе, можно всегда зайти на сайтик, посмотреть на вот эту вот шкалу онлайна, на циферку, и, допустим, если не про прайм-тайм говорить, то это где-то 1700-1800 человек. Прямо сейчас, учитывая, что, в принципе, у вас нету особой вот именно дробленности контента, разделения, да, такого, учитывая уровень и степень выхода контента, да, этого онлайна хватает, нормально. Да, понятное дело, хотелось бы еще побольше онлайна, чтобы вот именно даже в PvP не было проблем с регой Солоки, но это как бы надо именно хилов как-то агитировать. В общем, не суть. Прямо сейчас в рамках вот этих активностей доступных онлайна, в принципе, хватает, но хочется все равно, чтобы было где-то 3000, где-то 4000. Понятное дело, что тенденция по увеличению онлайна есть, то есть он ежедневно он растет, в принципе, на вот 50 плюс-минус человек, но учитывая ситуацию, которая складывается, да, то, что вот 10 числа выходит новый сервачок на Сирусе, понятное дело, какая-то часть аудитории с Ноздора уйдет, это, ну, очевидно, 100%, понятное дело, да. Я не думаю, что это будет какая-то солидная часть, мне кажется, 20% максимум, но, тем не менее, онлайн чуть-чуть подпросядет. Но, опять же, если говорить про текущее положение дел, про текущее состояние, а не вот какие-то предположения на будущее, хотя я думаю, что онлайн будет расти, да, прямо сейчас хотелось бы онлайна побольше, понятное дело, чтобы вот было прям в комфорте, чтобы 3, 4, 5 тысяч человек было онлайн, это было бы прям супер-гига хорошо и прям супер вкусно. Переходим к Сирусу, народ. Понятное дело, будем сейчас с вами обсуждать как плюсы, так и минусы. Мне здесь есть тоже что сказать, поскольку вот пока на рынке не было альтернатив, да, мне приходилось поигрывать на Сирусе. Исключительно из-за интереса аудитории к данному сервачку, вот для меня лично он умер после закрытия Алгалона X4. Итак, погнали. Начнем с плюсов. На Сирусе мне очень нравится, как они реализовали интерфейс. Ну, то есть, соответственно, если мы открываем, допустим, таланты. Это не близовский стандартный интерфейс таланта, когда у тебя под каждую ветку отдельная вкладка, ты должен между ними переключаться, не видишь общий, в общем, пул талантов. Понятное дело, что, допустим, на Ноздоре это можно пофиксить через аддон, и он как бы тоже начинает нормально отображать. Но, тем не менее, в Сирусе это все уже вшито в интерфейс, тебе не нужно ничего дополнительно для этого делать. То же самое касается, например, окошка Реги, то есть вот ты заходишь там, чтобы поиск подземелья начать или поиск арены. В общем, там это сделано удобнее, адаптивнее, современнее. Это да, это плюс, это мне нравится. Опять же, на их месте или на месте любых других разрабов, которые бы дорабатывали вот именно поиск спутников, я бы еще ввел систему заранее собранных групп, как это сделано на ритейле. Ну, потому что так гораздо удобнее искать себе как пачки в подземелье, так и в рейды, так и в арены. Ну, тебе не нужно через поиск спутников вообще искать себе напарников. Йоу, в 2025 году искать себе напарников в поиске спутников — это невероятно душно. Ну, а понятное дело, поскольку нет заранее собранных групп, это как бы одна из единственных, в принципе, вариантов, да, поиска. Так что да, интерфейс на Сирусе во многом переделанный, адаптированный, ну и как бы он в лучшую сторону переделанный, это, конечно же, да, записываем в плюсы. Вторым плюсом, который хочется отметить на Сирусе, это адаптация аддонов под свой сервачок. Да, понятное дело, сейчас на Ноздоре тоже на форуме можно найти вкладку с аддонами, которые они адаптировали под себя, но для ноздорцев, понятное дело, еще есть поле, где нужно поработать, потому что, ну, в принципе, да, только месяц прошел, они еще не все аддоны успели сделать. На Сирусе же, ну, такой прям основной костяк, процентов 80-85 аддонов вы можете скачать, они будут хорошо работать, нормально все отображать. Ну, по типу бартендера, который сразу идет именно со всеми сирусовскими штучками по типу магазина. Допустим, Plate Buffs хорошо работает на Сирусе. Ну и, в общем, все такие, в принципе, основные аддоны, они, да, для Сируса адаптированы. Это плюс. В этом плане я всегда был объективным, и если я вижу хорошую вещь, я говорю, да, это хорошо, а если я вижу вещь плохую, я говорю, да, это плохо. Ну так вот, в случае аддонов и Сируса, они все делают нормально. Кстати, народ, если вас интересует пак аддонов, который лично я использую, который работает как на Вармене, так на Циркуле, так и на Ноздоре, соответственно, то переходите в мой телеграм-канал. Там у меня закрепленное сообщение, где я приложил зипник со всеми своими аддонами и ссылки на видосы, где я про эти аддоны рассказываю. А если вас интересует полная настройка интерфейса аддонов, как вот у меня сделано, то я на Бусти выкладывал отдельный ролик, где я, во-первых, показал все настройки, соответственно, а во-вторых, приложил файлы для быстрой интеграции в ваш интерфейс. То есть вы можете просто буквально скопировать папки, как у меня, вставить к себе, и у вас будет все сразу перенесено, но только минорные правки какие-то нужно будет сделать буквально за минутку. Ну и в целом, если вы планировали поддержать мой канал копеечкой и хотели получить за это дополнительный контент, то перелетайте ко мне на Бусти, там уже больше 60 видосов. Также там присутствует личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Ну и в любом случае, я буду рад вашей поддержке, поэтому переходите на Бусти, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь.
Третий плюс Сируса, который стоит отметить, опять же, на текущий момент, не знаю, как там будет в будущем, это большие показатели по онлайну. Да, понятное дело, эти показатели могут быть накручены, могут быть не накручены. Я здесь без понятия не берусь судить вот в данном вопросе. Но если мы берем за чистую монету те показатели, которые нам показывают разработчики Сируса, то да, ну, естественно, это плюс, потому что народу играет достаточно много. Ну и поскольку Сирус это такой старичок на рынке, понятное дело, там невероятно огромное количество рекламы закупается для, соответственно, обозначения о том, что вообще Сирус такой и сервер существует. Любой маломальски большой паблик по Вову там или YouTube канал, ну вот там вот практически всегда вы можете встретить рекламу Сируса, ну вы сами это знаете, вы сами это видите, вы сами с этим знакомы. Ну и как бы глупо записывать это в минусы, поскольку именно за счет рекламы большой приток аудитории идет на сервачок, но как бы вот просто сам сервер вызывает для меня лично, да, многие вопросы, но как бы с точки зрения, да, расширения границ, да, в этом плане это плюс для Сируса, у них для этого есть все ресурсы, в этом мы верим, в этом мы не сомневаемся. Ну и как будто бы для меня, опять же, вот повторюсь, да, после закрытия Алголона X4, можно с плюсами по Сирусу заканчивать. Можно, конечно, в такой полуплюс записать наличие хардкор режима, но как бы и на Наздоре вроде он планируется. В любом случае, пока что окей, на Сирусе есть, на Наздоре нет. Давайте запишем в полуплюс. Но лично мое мнение, если вы хотите реально пройти какой-то хардкор режим, то нужно это делать не на 3.3.5 дополнений, а на ваниле. То есть вот пойдите на официалку, поиграйте в WoW Classic, и вот там пройдите хардкор режим. Это хоть действительно будет сложно. Поэтому гордо переходим к минусам. Ну и, естественно, первый, самый главный минус — это невероятно огромное количество pay-to-win доната на сервере. Боже, как же много там различных вариаций для получения силы своего персонажа через донейшн. Первая плашка, первая кладезь, да, это донат на просто чистейшие буквально статы к персонажу. То есть категорий, больше статов, черные бриллианты, больше статов, лояльность, уровень лояльности, который от доната зависит, да, это опять же плюс к хп, плюс к урону, плюс к захилу. Литерали за донат. Но это просто невероятно. Это такой бредиксон, который лично для меня просто не позволяет, в принципе, даже думать о том, что там существует какая-то конкуренция в PvP и так далее. Но это как будто бы ты выходишь в категории по боксу 40 килограмм, да, махаться против какого-нибудь Майка Тайсона 90, блядь. Ну иди победи, да. Условия у вас равны. И если данная как бы категория доната, она вот прямо на поверхности, она прям выбивается, и она попадает в категорию просто пиздец, также существуют еще как бы скрытые, ну, относительно, да, назовем это механики pay-to-win донатов. По типу, что я имею в виду. Разработчики на Сирусе просто невероятно любят, как же они это обожают, выстраивать искусственные ограничители для вас, как игроков, по достижению какого-то прогресса, на какую-то прокачку и так далее. Сейчас поясню. Например, возьмем кап очков чести, когда вы отыгрываете БГ. То есть в неделю вы можете получить ограниченное количество очков чести на своего персонажа. Ограниченное. Например, когда выходил сервер X1, да, вот этот как он, Soul Seeker X1. Я создал там себе чернокнижника, прокачал его до 80-го левела и такой думаю, окей, пойду-ка я сейчас побегаю БГшки и буду одевать себе персонажа. И когда я понял, что если я каждую неделю буду отыгрывать вот этот кап на получение очков чести, в течение месяца я смогу себе купить одну, мать его, двуручку на персонажа за месяц, отыгрывая кап на персонажа. То есть мне буквально физически бы не хватило больше валюты на покупку более чем одной шмотки за месяц игры. За месяц. Это просто невероятный уровень пиздеца, если честно. То есть разработчик сам искусственно выставил ограничитель и говорит, если ты хочешь его обойти, купи у нас поставки. Купи у нас боевой пропуск, тогда у тебя будет больше валюты, тогда ты сможешь быстрее приодеться. Ограничитель на получение очков чести, блядь! Ну это что такое? Второй пунктик из данной категории. Союзные расы на Сирусе. Да, не так давно они переделали созвездия, и союзные расы стали буквально чуточку сильнее, чем обычные, потому что у них больше на одну пассивную способность, чем у несоюзных рас. А, ну да, точно, я забыл отметить, что союзные расы на Сирусе, они как бы по дефолту закрыты, и чтобы их открыть, ты должен либо 1 месяц сделать дейлики каждый день, либо задонатить. Так при этом, если ты, допустим, открыл союзную расу на сервере X5 за дейлики, то на сервере X1 эта союзная раса тебе уже недоступна. А вот если ты купил союзную расу, да, не делал дейлики, а вот купил к ней доступ просто моментально, то она будет тебе доступна на любом реалме Сируса.
невероятная вкуснятина. Как же вот просто разработчики уважают своих игроков. И вот таких вот механик на Сирусе просто вот, ну, огромное количество. В каждом микромоменте и в каждом аспекте игры они выставляют искусственные ограничители, которые говорят, либо ты гриндишь миллионы лет, либо донатом как бы приоткрываешь себе дверцу и просто не так сильно терпишь. Вот лично мне, короче, вот данного первого минуса уже достаточно, чтобы, в принципе, по своей воле на Сирусе не играть. Но переходим ко второму минусу. Это работоспособность сервера. Опять же, в начале видоса я это упоминал, но вот лично у меня как вот с Сирусом дела обстоят. У меня, даже если я бегаю просто за своего персонажа ДКшника, когда я его прокачиваю, я попал в локацию на Гранд, Запределье. Там нету ни большого количества игроков, ни союзников, ни противников. Так какого хрена у меня там 30 кадров на локации? Почему у меня персонаж просто вот такими рывками передвигается? Это можно на стриме у меня найти, посмотреть. Я качался там месяц или два назад. И типа это происходит там повсеместно. Больше локаций, где у тебя лагает, чем локаций, где у тебя не лагает. Ну то есть проблема с оптимизацией, которую они почему-то фиксить, ну вот вообще ни в какую не хотят. Это для меня загадка, учитывая невероятное количество их ресурсов. Ну вот они так решили, типа нормально и хрен с ним. Думаю, про вылеты на Сирусе вам тоже рассказывать не надо. Мне кажется, про это каждый второй слышал, про каждый второй знает, или каждый первый, ощущал, кто на Сирусе, соответственно, поигрывал. Ну и опять же, давайте, чтобы прямо сильно не затягивать, третий сделаем такой полуминус, как бы. Это можно учитывать, можно не учитывать, вам это может нравиться, может не нравиться, но это супер такое агрессивное комьюнити вот именно игроков на Сирусе. То есть вот возьмем, например, на мне, да, вот личный случай, конкретный, чтобы вот ни на кого там даже пальцем не тыкать. Я вот люблю максимально, да, вот на 9 из 10 играть именно на ритейле, на WoW Актуал, на официальных серверах, на самой последней версии, на самом последнем аддоне. И как бы если у меня спрашивают мое мнение, где ты, Джонни, любишь играть больше всего, я такой, а я люблю играть больше всего на ритейле. И хоть мне лично, допустим, Сирус тот же не нравится, лично я там играть не хочу, да, если кто-то на нем играет, ну, у меня как бы с этим ноль проблем. Ну, типа, играй да играй, если тебе там нравится, окей, ноль проблем. Лично для меня никаких не вижу. Нравится Наздор, играй на Наздоре. Нравится Пандария Классик, играй на Пандарии Классик. Мне-то какое до этого дело. А вот именно игроки на Сирусе, ну, понятное дело, тоже не все, там где-то 70%, сугубо по моим личным ощущениям, вот они супер агрессивно настроены к тем, кому Сирус не нравится. Они его начинают всячески перед другими игроками типа отстаивать, защищать. Они говорят, что вот типа здесь у нас все супер хорошо, у вас там все супер плохо. Это может быть даже как и по объективным пунктам, так и по необъективным. В принципе, это не важно. Сам факт вызывает вопросы. Почему супер агрессивное отношение у комьюнити Сируса к любым другим игрокам, которым Сирус этот не нравится? Типа лично я данной тенденции понять вот вообще никак не могу. Вот, например, вот ты конкретно, вот ты, да, вот ты сейчас посмотрел мой видос, тебе вообще все здесь не понравилось, ты подумал, что же за чургу он несет, типа, ну, полная вообще херня, да? Ну все, берешь, выключаешь, идешь играть на Сирус. Типа, какие проблемы? Но они же так не делают. Они сейчас будут начинать строчить, допустим, гневные комментарии, он там будет на стульчике ерзать, там, всем доказывать, там, либо в Дискорд-чате сидеть, либо еще где-то, что вот Сирус топ, это ты ничего не понимаешь, а ну-ка давай сейчас с тобой будем пиздиться. Вот такие вот пироги у нас, народ, вот такой вот видос получился. Плюсы и минусы по Сирусу, по Наздору, соответственно, раскидал. Думаю, на все ваши вопросы интересующихся ответил. Для тех, кто вдруг не понял, еще раз резюмирую, на Сирусе я играть не планирую. Мне не нравится тенденция и все механики Сируса, направленные на pay-to-win донат, и мне не нравится их работоспособность. Поэтому в моем случае я планирую играть именно на Наздоре. В ближайшее время точно остаюсь здесь. Я не агитирую вас никуда переходить. Можете играть как там, так и там. Мне, в принципе, до этого дела нет. Я буду играть на Наздоре, и мне кайф. Но если вы все-таки планируете перейти на Наздор и хотите контент-мейкера поддержать, то вот снизу у меня реферальная ссылочка. Можете по ней регаться, соответственно. Будут бенефиты как вам, так и мне. Для вас это будет дополнительный рейд на опыт, то есть не X5, а X6. Плюс в скором времени будут починены промокоды, и вы сможете ввести мой реферальный код прямо в игре и получить там сумку, голдишку и, самое главное, фласочки на опыт, которые, соответственно, позволят вам еще быстрее прокачаться. Понятное дело, прикольно, вкусно. Это мы берем. Пишите ваши комментарии, пишите ваше мнение, где будете поигрывать в ближайшее время, что вам нравится, что не нравится. И, соответственно, я вам желаю удачи, всем прогрессив в PvP, в PvE. Всем пока!